Лидер Реала трагически может завершить игровую карьеру. Лидер защиты Реала Антонио Рюдигер получил травму. Футболист перенес операцию после разрыва мениска левого колена. По информации издания Yale Confidential, у немецкого футболиста был диагностирован остеоартроз на ранней стадии, из-за которого он рискует больше не выйти на поле и завершить карьеру. Отмечается, что врачи Реала знали об этой проблеме. Немец весь сезон испытывал дискомфорт, но продолжал играть. Несмотря на боль, футболист сыграл в финале Кубка Испании против Барселоны. В поединке он упал на поле, не выдержав боли. Байер нашел замену Хаби Алонсо. Хави и Эрик тен Хаг входят в шорт-лист на должность главного тренера Байера на случай ухода Хаби Алонсо в Реал, сообщает издание Кикер. Немецкий клуб подготовился к возможному уходу своего коуча и изучил рынок тренеров. Двумя главными кандидатами на должность являются Хави и Эрик тен Хаг, которые идеально соответствуют профилю Байера, благодаря стилю игры, который они ставят командам. Отмечается, что немецкий клуб спрашивал у Хави, заинтересован ли он в работе с ним, и не получил отказа. Последним местом работы Хави была Барселона, которую он покинул после окончания прошлого сезона. Тен Хага уволили из Манчестер Юнайтед в октябре прошлого года. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Победитель «Золотого мяча» близок к возвращению на футбольное поле. Центральный полузащитник Манчестер Сити Родри вернулся к полноценным тренировкам, пишет Sky Sports. В настоящее время сроки возвращения 28-летнего испанца на поле остаются неизвестными, но наиболее реалистичной целью является восстановление игрока к клубному чемпионату мира. Другой игрок Сити, а именно Эрлинг Холланд, также вернулся к тренировкам после травмы голеностопного сустава, а Натан Аке и Джон Стоунс все еще занимаются реабилитационным процессом. Напомним, клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Криштиану Роналду вылетел из Лиги чемпионов. Аль-Наср, за который выступает легенда мирового футбола Роналду, проиграл Кавасаки Фронтале из Японии в полуфинале Лиги чемпионов Азии 2-3 и вылетел с турнира. Форвард саудитов Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут без результативных действий. Сам Криштиану в полуфинальной игре не отличился голом, хотя имел такую возможность в конце встречи. Португалец уже обошел голкипера, но не попал по мячу в динамичном эпизоде. В финале Азиатской лиги чемпионов Кавасаки Фронтале сыграет с Аль-Ахли. Реал готов продать звездного бразильского вингера. Реал готов продать вингера Родриго летом этого года, пишет издание Ель Чирингуито. В случае выгодного предложения во время летнего трансферного окна клуб готов рассмотреть возможность ухода 24-летнего бразильца. Сам игрок в последнее время не очень удовлетворяет своей игрой руководство клуба, а поэтому там не против избавиться от него. Напомним, Реал приобрел Родриго в июле 2019-го за 45 миллионов евро. С тех пор игрок выиграл 13 клубных трофеев с мадридцами. В этом сезоне Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за Реал. Бавария предлагает сумасшедший контракт немецкому полузащитнику. Бавария пока не достигла полного соглашения о переходе полузащитника Байера Флориана Виртца, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Но мюнхенцы после многочисленных встреч с семьей игрока ощущают, что он хочет присоединиться к клубу летом. Бавария предлагает футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 20-25 миллионов евро. Соглашение Флориана с Байером действует до 30 июня 2027. При этом в гонке за игроком продолжает оставаться Манчестер Сити. Напомним, Виртц выступает за Байер с января 2020 после трансфера из Кёльна за 200 тысяч евро.
В этом сезоне он отметился 15 голами и 12 ассистами. Лионель Месси станет совладельцем известного клуба. Аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим. По информации TransferFit, Интер Майами приблизился к новому соглашению с аргентинцем. Сам Месси также хочет остаться. Окончательное решение будет принято в течение следующих 2 месяцев. Отмечается, что Месси после завершения карьеры станет совладельцем американского клуба Интер Майами. Отметим, что в этом сезоне Месси провел 11 матчей, в которых отметился 8 точными ударами и 3 результативными передачами. Сборная Бразилии по футболу нашла замену Карло Анчелотти. Главный тренер Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии, сообщил инсайдер Николас Кира. По данным источника, после того, как переговоры с Карло Анчелотти провалились, Футбольная федерация Бразилии возобновила переговоры с Жорже по поводу должности главного тренера национальной сборной Бразилии. Жезуш уже подтвердил свою готовность и готов покинуть Аль-Хилаль в ближайшие недели. Напомним, ранее с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор. Также сообщалось, что Анчелотти отказался возглавить сборную Бразилии. Еще для 2 игроков Реала сезон закончен. Защитники Реала Ферлан Менди и Давид Алаба перенесли операции, пишет издание Марка. 29-летний француз получил разрыв сухожилия мышцы бедра на 11-й минуте финала Кубка Испании против Барселоны. Алаба перенес операцию для нормального функционирования левого колена, того самого, где в декабре 2023-го у него была разорвана верхняя крестообразная связка. Оба игрока будут восстанавливаться как минимум до конца сезона. В свою очередь Антонио Рюдигер перенесет операцию во вторник, 6 мая. Прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Интером. В Испании состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором местная Барселона сыграла в результативную ничью со счетом 3-3 с миланским Интером. Уже на первой минуте гости, благодаря эффектному удару Тюрама, вышли вперед. А когда на 21-й минуте Дюмфрис забил второй мяч, то запахло сенсацией. Но сейчас Барселона такая команда, что может проигрывать и больше, а затем отыгрывается. Так и случилось. Забитые мячи Ямаля и Феррана Торреса закрыли первый тайм в ничью. 2-2. И после перерыва команды не хотели разочаровывать болельщиков в плане забитых мячей. На 64-й минуте Дюмфрис снова вывел Интер вперед, но не прошло и минуты, как Барселона сравняла счет благодаря автоголу Зоммера. В итоге 3-3. Дорогие зрители, а сможет ли Барса обыграть Интер на выезде в Италии или в финале Лиги чемпионов с ПСЖ будет играть именно Интер? Напишите в комментариях ваше мнение ниже. Молодой вингер Барселоны побил очередной рекорд. Вингер Барселоны Ламин Ямаль отличился в воротах Интера в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Таким образом, Ламин опередил Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забившим в полуфинале Лиги чемпионов. К моменту гола молодому испанцу исполнилось 17 лет и 291 день, а Мбаппе забивал в возрасте 18 лет и 140 дней. Феноменальная статистика от нового каталонского Месси. Другой вингер Барсы также побил рекорд. Вингер Барселоны Рафинья Диас отдал результативную передачу на Феррана Торреса в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против Интера. На 38-й минуте бразилец ассистировал Торресу, а на 65-й пробил поворотом, в результате чего Ян Зоммер отличился автоголом. Благодаря этому ассисту Рафинья опередил Лионеля Месси по количеству результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов за Барселону. Теперь Рафинья имеет 20 очков, 12 голов и 8 ассистов в 13 матчах турнира, столько же, сколько у Роберта Левандовского,
в сезоне 2019-20 и Криштиану Роналду в сезоне 2015-16. Больше всего у Роналду в сезоне 2013-14, когда португалец за 11 матчей набрал 21 результативный балл. Однако у бразильца Рафиньи есть все шансы побить и это достижение. К сожалению, не обошлось в поединке и без скандала. Главный арбитр матча Клеман Тюрпен совершил сразу две ошибки в поединке. Сначала судья не поставил чистый 11-метровый пенальти в ворота Интера, когда в первом тайме игроки миланцев сбили Ламина Ямаля, а во втором тайме судья при счете 3-3 отменил чистейший гол армянина Генриха Мхитаряна, зафиксировав спорный минимальный офсайд, которого, скорее всего, не было. Учитывая, что ошибки были в обе стороны, то вряд ли можно обвинить судейскую бригаду в предвзятости к одной из команд, однако, тем не менее, хотелось бы более чистого судейства в подобных великих матчах Лиги Чемпионов. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вас лайк и подписка на канал. Спасибо за то, что с нами.